Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем YouTube-канале Алха Казахстан. У нас сегодня очень необычный выпуск, потому что у нас будет сразу 3 героя. Ну а самое интересное, что каждый из них уникальная личность. Марат Бисенгалиев – это бриллиантовая скрипка мира, Алим Бисимбаев – это молодой победитель сильнейшего конкурса пианистов в Лице, а Эльдар Сапараев – это виолончелист, чье имя известно на всю Европу. Поэтому выпуск получился очень интересным, уникальные личности, каждый со своим характером. Ну и что самое главное, каждый из них является ярким представителем того самого феномена Казахстана, который я изучаю. Поддержите выпуск лайками, комментариями, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Марат ага, қалайсыз? Өте керемет. Вы по-казахски говорите? По-казахски я все понимаю, но как наш любимый поэт Шаханов назвал меня самым знаменитым шалказаком, я достойно несу это звание. О, я тогда как вы, потому что я тоже казахский пока только учу, вот, пока что у меня с этим есть сложности. Сегодня... Я совершенно уверен, что вы лучше меня уже говорите. Ну, не знаю, но тоже меня иногда мой друг называет без 5 минут шалаказахтан. Я не знаю, насколько это можно с вашим шалаказахтаном сравнить. Вас называют бриллиантовая скрипка мира. Вот. Кто? В Википедии так написано. Ух ты, не уже. Ну это да, это, по-моему, Times мне так назвали. Да. Да. Ну да, по-английски это немножко менее пафосно звучит. Да? По-русски хорошо, мне вот понравилось, потому что, ну, я видел же вас вживую, как вы выступаете. Ну, вообще, на английском языке brilliant, валинец, это не значит бриллиантовый, это просто яркий. Яркий. Да, я думаю, что... И при этом вы еще сохраняете скромность. Это, конечно, удивительно. Я скажу, что публика, особенно здесь, в оперном театре, где огромные традиции, публика очень искушенная, и они умеют критиковать. Вот, поэтому, конечно, здесь можно ожидать все, что угодно. Вот, и для нас, и для меня лично, здесь, в этом зале, играть более волнительно, чем даже в Карнеги-холл. В этот раз у нас акустическая, такая классическая программа, совершенно отличающаяся от того, что я делал до этого. Вот здесь, в общем-то, музыка для настоящих любителей классического искусства. Это наш первый концерт. Я не знаю, насколько наше будущее, в общем-то, получится или не получится, этот концерт покажет. Вот. А вообще Эльдара я знал очень давно, и мы как-то планировали, и у нас никак не получалось вот в этот раз. Мы наконец-то собрались вместе. Вот. А Алим — это самый молодой из нас. У нас, получается, так, 3 поколения, между нами приблизительно по 20 лет разницы. Вот. Я, можно сказать, уже по пути вниз. Вот, Эльдар сейчас очень хорошо работает, играет в Европе, а я слежу за творчеством Алима. Вот. Мне кажется, что это будет самая, что есть, ни на есть, ярчайшая звезда, потому что я его пригласил поиграть с моим оркестром в Мумбаи. Вот, я просто был поражен уровнем, потому что я приглашаю туда самых топовых пианистов, и для меня это было самое лучшее, самое яркое впечатление. Поэтому мне кажется, что нам всем надо следить вот за этим именем, и я думаю, что мы будем очень горды тем, что у нас есть такой музыкант. В целом о том, вот как сейчас развивается в Казахстане музыка, классическая музыка, молодые музыканты, куда идет направление, потому что во всех сферах, за которыми мы сейчас следим, у Казахстана большой прогресс, прям фантастический. Я не знаю, чем это объяснить, звезды, гороскоп и что, но сейчас мы переживаем культурный ренессанс в Казахстане. Если вы посмотрите, это не только в классике, причем в классике я не успеваю даже проследить. Здесь и скрипачи, и пианисты, которые играют и завоевывают первые места на самых престижных конкурсах, на самых топовых конкурсах. Вот, Лидский международный конкурс, это считается самый сложный конкурс, который выиграл Алим. Вот, он мне рассказал про одного мальчика, я забыл, как его зовут, по-моему, Талас, который сейчас играет в финале... Руслан. Да, Руслан Талаза, который играет в финале конкурса Елизаветы. А это
это тоже для скрипачей этот топовый конкурс. В отсутствии конкурса Чайковского это сейчас, в общем-то, считается чемпионатом мира. И многие другие. А что говорить о других жанрах? Что говорить о других жанрах? Вот и в поп-музыке, и в других каких-то... Журек, 5 миллиардов людей послушали. Нет. На казахском языке Нет, песня. нет. Парень из аула сам написал, сам спел. Я обязательно на казахском. послушаю, я буду 5 миллиардов и один, первый. Желаю вам удачи сегодня на концерте. Обязательно послушаем. Очень интересно, что будет 3 виртуоза. Обычно говорят, что как лебедь, рак и щука, но я был у вас на репетиции. Я уверен, что Я надеюсь. зрителей ждет просто фантастика, потому что 3 виртуоза высочайшего класса. И вот под вашим мудрым руководством, я думаю, что обязательно получится. Ну, здесь руководства нет, здесь мы все партнеры, поэтому... Вы как старший, да, старший как старший, партнер. да. Уважение, да, есть, конечно. Ну, спасибо. 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 Лебедь, рак и щука. Я думаю, а кто я? Лебедь, наверное. Да. Рак это... Не, я скорее всего щука. Почему? Я по гороскопу рыба. Ну может быть. Друзья, я часто летаю, и для поиска билетов я всегда использую сервис по поиску дешевых авиабилетов Aviasales KZ. Буквально 10-15 минут мы вас сильно будем. А вы когда переехали? В 12. 12 лет прям переехали, и там... Ну да, в интернат. В интернате я жил. А ваши родители? За Лондоном. Родители как бы оставили в интернет-школе, Purcell школа, музыкальная школа за Лондоном, очень довольно престижная, и надеялись на хорошее. Получилось вроде, да, у них? Ну, вроде, да. Вроде Такие- ничего плохого не вышло, надеюсь. Все музыканты, которые добиваются больших успехов из Казахстана, они всегда такие скромные. Вот. Но все равно я хотел бы, чтобы вы немного рассказали о себе. Я знаю, что вы выиграли конкурс очень Да, высокого да. уровня. По-моему, вот Марат Британия, Самитович да. сказал, что это самый сильный конкурс. Ну, это один из главных международных конкурсов. Сейчас фортепиано конкурсов много, но это как бы исторически один из главных Великобритании. В Лидсе, да? Да, ну, это самый большой конкурс в Великобритании для фортепиано, ну, и в мире один из самых больших. В 2021 году я его выиграл, и после чего моя карьера как бы Пошла. изменилась, да, взлетела, пошла. Расскажите о вашем трио. Вот, как он выглядит с вашей перспективы? Мы 3 солиста, у которых очень такой плотный график и большая карьера, и нашли дату и время сыграть втроем. Мы все делим любовь с музыкой и камерной музыке. Все-таки камерная музыка, она чем-то даже выше, чем играть сольно. Потому что нужно настолько органическое понимание классической музыки. Получается, у нас у всех есть, ну, у меня особенно, есть шанс чему-то научиться от коллег и, конечно, поделиться прекрасной музыкой с публикой. Эта музыка очень тонкая и требует большого внимания и, конечно, каких-то знаний для обычной публики. Так что надеемся, что всем понравится. Что можете сказать про ваших партнеров сегодняшних по выступлению? Все мастера великого уровня. Марата я знал его имя с детства и ходил на концерты. И здесь же
сюда и в разные залы. И, конечно, у него легендарное имя, можно сказать. И вот большая честь с ним сыграть. И Эльдара я узнал по рекомендации много лет назад от остальных казахов и казахских музыкантов, которые его очень хвалили. И это, конечно, он очень востребованный музыкант. И мы встретились здесь первый раз, и сразу видно, что тоже профессионал, мастер, и все у нас легко так прошло. У вас в вашем коллективе все вы трое — это яркие индивидуальности, каждый виртуоз. Обычно в таких ситуациях бывает, что сложно сыграться, потому что каждый тянет чуть-чуть одеяло на себя. Как вот с этим у вас в коллективе происходит? Все ли получается, вы уже сыгрались, или все-таки еще чуть-чуть время есть? Вы уступаете партнерам, или наоборот тоже хотите и себя тоже чуть-чуть проявить? Все-таки вы самый молодой в коллективе, у вас, наверное, кровь играет, и хочется тоже как-то о себе тоже заявить. Да, у нас у всех разные личности, разные понимания, идеи. И, как я сказал, мы все очень открыты, и слава богу, все работает, и все нормально. Я бы, наверное, больше сказал бы публике оценить. Публика оценит. Все, попробуем. Да. Хорошо, спасибо вам. Удачи сегодня на концерте. Я слышал, что, возможно, будет мировое турне, поэтому приятно, что оно начинается здесь, в Казахстане, в Алматы, для родной публики. Вот поэтому удачи вам и спасибо. Спасибо. У вас такой коллектив с юмором, потому что я Марату Саметовичу говорю, у вас вот 3 виртуоза, вот, и в таких случаях иногда говорят лебедь, рак и щука. Ага. Кто из вас такой, да? Нет, я говорю, как... Ну, он у нас... Он с юмором так отнес. Да. Вот кто из нас рак, вот это непонятно. Да, ну лебедь это Алим, наверное. Такой благородный. Ага. Ну ладно, я буду раком, если я согласен. Ну, у вас этот инструмент, потому что у вас с этим... С ракушкой, да? Поехали? Поехали. Алга. Алга, Казахстан. Оказывается, многое не знал. Я вот только когда прочитал сегодняшний пресс-релиз, узнал такие вещи про вас всех троих. Даже не представлял. А, да? Я там прочитал про Арнольда Шварценеггера. Было прикольно, да. Что за история? Но это смешная история была. У нас было турне сначала по Австрии и Словении. Это небольшая группа, то есть самых талантливых на тот момент музыкантов была. И нас, я помню, в Словении на границе остановили полицаи. Тогда еще не было Евросоюза, Еврозоны. И остановили полицаи, вот пограничный контроль, и начали нас спрашивать, что вы, куда едете, что музыканты со всего мира. Получается, нас было, по-моему, 10 музыкантов, то есть со всех точек планеты, из Америки, из Европы, из России, Казахстана. Вот я был, мы все играли сольно, потом у нас заключительный концерт после турне был в Walt Disney Холле, это самый, наверное, значимый после Карнеги Холла, или, может, на том же уровне, в Лос-Анджелесе. Я там играл много раз, и вот тогда был первый концерт наш сольный. В общем, на границе нас останавливают и не можем пройти. Там организаторы, они израильтяне, тут казахи, тут какие-то там русские, румыны и все так далее. Да. С американцем, в принципе, не было проблемы, помню. Но вот нас восточный блок, как говорится, тормознули, как говорят. И потом вдруг этот организатор смекнул, говорит, ну это же Австрия.
То есть не помогло даже, что мы играли у принцессы Каринтии. То есть мы там вот принцессы, показали, принцесса там звонила. Им все равно. И вдруг этот организатор достает документ и показывает. Вот мы едем сейчас в Вену, оттуда у нас полет в Лос-Анджелес, и мы вот по приглашению Арнольда Шварценеггера будем играть в Уолт Дисней Холле. Тогда он был губернатором просто. И показывает приглашение, где там наши имена все стоят. И вот я, Арнольд Шварценбеков, да, приглашаю Дара Сапараева на мой фестиваль в Лос-Анджелес. Ну, это была веселая история. Они сразу говорят: о, Шварценеггер, конечно, я, Воль, auf Wiedersehen. Это было классно. Мы приехали, конечно, там встреча. Мне повезло, тусовка была интересная. Я с Дженнифер Лопес там познакомился, я играл. То есть она была на концерте моем. Ну, закрытый концерт был. Джей Ло. Я познакомился там с Брэдом Питтом. То есть вообще так было. Это такая ситуация. Тоже что-то концерт, дамы все возле меня, как бы приятно. Тогда я же был молодой еще, красивый, с волосами почти что как у вас. И все дамочки вдруг, все дамы, как начали пищать, и вдруг заходит, это было на Малибу, я помню. И заходится в шортах. 2004 год, тогда он где-то снялся, Брэд Питт, с каким-то приятелем все. И все, просто вот все улетели. И все побежали там брать у него автографы. Он говорит: да не, вот это вон там. Вы же пришли не ко мне. Да, конечно, жизнь в Штатах, она немножко другая, интересная, смешная. Порой, да, вот эти звезды, они там действительно звезды. Я 25 лет практически жил в Швейцарии. Там мы с этими звездами виделись на улице, то есть, каждый день там практически видишься. С Федерером, он там гуляет, Роджер Федерер, или какие-то звезды, которые... там нет такой звездности. Это в Штатах, конечно, там, вау, Шварценеггер там. А в Европе мы привыкшие немножко к этому, может быть. Спокойнее. Спокойнее, да, вот эти все мировые звезды приезжают к ним. Отношения спокойно, они могут спокойно в Швейцарии гулять. Мы делали о вас репортаж, вот, Да. я помню. Вот. Вы помните? Да. Старая информация достаточно была иногда, порой, да. Да. Видимо, это из интернета. Сегодня, да, вот в пресс-релизе, там написано было, что на самом деле у вас намного больше достижений. Каких? Единственное, что вот действительно, чем я очень горжусь и радуюсь, это то, что я люблю и любил всегда делать. Я был профессором в Хорватии, в Сплитской академии, а сейчас я являюсь профессором в Академии музыки в Любляне. То есть это университет большой такой же. Один из самых, наверное, процветающих университетов в Европе, потому что Словения, она небольшая страна, но очень, как сказать так, процветает, да. И у меня просто мои студенты очень радуют. Они получают награды постоянно. То есть с ними занимаешься. Это полная дача. Конечно, профессура это то, что мне всегда нравилось. Это то, чем я всегда любил заниматься. Вот с 13 лет я преподавал. У меня учительница в басистской школе. У нее были Анна Абдыханова. У нее были проблемы с сердцем уже достаточно рано. И она мне просила: Эльдарчик, позанимайся с моими. Порой студенты были старше меня, я вот это любил это дело, заниматься с детьми. И это осталось. И я очень рад, что это хорошо идет. Это, конечно, в данный момент приоритеты. Меняются планы, все меняется, когда появляется семья. У меня жена хорватка с острова. Мы сейчас переезжаем опять в Хорватию. Я в основном буду преподавать и только играть сольные концерты, и немножко камерных. То есть и меньше мотаться постараюсь. У меня есть Сеул сейчас и Вашингтон. Так и стараюсь, конечно, больше по Европе. Да. Так что вот меняются планы. Так. Это вот круто. То, чем я занимаюсь в данный момент. А до этого, правда, вы пели? Да я чем только не занимаюсь. Для прикола. У меня есть друзья и Гудузман и Джу. Это такой веселый такой дуэтик. Можете прогуглить. И вот с ними мы часто, с Бобби Макферрином я пел 3 или 4 раза. Он меня всегда зовет, когда я приезжаю в Цюрих. Это который Don't Worry Be Happy? Да? Да. Такие, я не певец профессиональный, у меня есть техника. Я самый быстрый певец,
то есть, который может спеть полет шмеля. То есть, вот это все, то есть, ну могу еще быстрее, надо язык размять. Размер. В общем, да, и вот эти вещи какие-то вот, я могу прикольная вещь. Это вот когда я не в классической музыке, так немножко развеется, могу и так. поприкалываться. как Удивительный, вы удивительный человек. Да. говорится. А что скажете про ваших сегодняшних партнеров по трио Алем? Ну вот я вчера давал интервью и действительно думал, что какое удивительное вообще трио, чем оно интересное, потому что три очень разных характера. Ну, действительно, во-первых, 3 поколения, да? Все трое, они выходцы из басистской школы. Ну ладно, Алим не закончил ее, но, по крайней мере, начинал. Но мы вот с Маратом закончили эту школу. То есть у нас вот единственное, что общее, это вот это тепло басовское, да? Которое мы получаем от наших учителей, и вот эта связь басистских. Вот это, кстати, напишите про Байсу, если не писали еще. Это удивительное просто учреждение, это как семья, просто такая сплоченность, все поколения, мы все общаемся везде, в любой точке мира мы находим друг друга. Ну и вот у Марата вот этот стержень, который я говорил, да, который вот он сам, ну он сам по себе такой, берет скрипку, как начинает там, вот это что, у него вот когда играешь, в Мендельсоне, да, или там первый аккорд Моцарта, вот у него все такое мощное. Ну, солист, у него было, как бы у него там по 130 концертов в год, 150, наверное, не знаю. Огромное количество концертов, конечно, вот такой матерый солист, который вот у него и звук, и каждая фраза, и каждое движение, просто все вот харизматично такое, да. Алим это вот, я говорю, это лорд. Какой-то он такой, он будет когда-то, я уверен, что будет лорд Бесимбаев, какой-нибудь вот сир, он получит обязательно, у него длинные пальцы, у него длинные руки, он какой-то вот весь степенный, у него вот это какая-то гордость, у него звук выпуклый, яркий, такие краски, хотя и техника там феноменальная, да, вот у него все такое больше такое, вот врожденное. Мы вчера разговаривали с Маратом, как раз с Алимом, и Марат тоже прокомментировал, говорит, Алим, он всегда будет такой, то есть он не будет там таким, ну, каким-то другим, вот он рожден таким, и он будет таким, и всегда останется вот таким степенным, да. Я, например, открытый человек, я был таким и всегда буду. Там открытый, как говорится, приветливый, ну, не в том смысле, что другие не приветливые, но вот я люблю это страшно вот алматинцев. Давно не выступал здесь, например, и тоже для меня такая радость и честь еще в таком составе поиграть на этой сцене, это классно. Да. Как у вас вот уживаются 3, можно сказать, гениальных музыканта, и втроем вы должны же как-то вместе звучать, вы каждый виртуоз и каждый индивидуалист. Это вот формат трио фортепиано, почему мы выбрали именно его, потому что этот формат, тоже говорят, что это формат 3 солистов. То есть, в принципе, ну, конечно, надо сделать баланс, как-то сглаживать это все, но, в принципе, вот в этом формате фортепиано и трио именно, это встречается 3 солиста, это часто бывает так. То есть 3 великих солиста там встречаются, я не говорю о нас, мы просто великие, да? Скромные? Да, скромные, великие люди, потому что величие нас в том, что мы из Казахстана, из великой степи. Это в тоже этом фантастика, смысле. Видите, кстати. как я выкрутился? Это тоже Так вот, фантастика, да. в общем, да, тут главное сыграться немножечко, вот просто, это же как общение идет. То есть между поколениями общение без слов. Толстой говорил, музыка начинается там, где кончаются слова. И вот это общение, оно потрясающее, когда мы вот на таком уровне общаемся, без слов. Пару слов было сказано вчера. Я вначале еще прокомментировал, давайте вот, может быть, тут чуть порепетируем. Марат говорит, зачем нам репетировать? Давайте просто играть. И мы просто играли вчера, позавчера.
То есть мы По наслаждались несколько музыкой. часов вы, да? Ну, конечно, достаточно много, конечно. Одна из то есть- 36 часов у вас. Не, ну это с интервью со всеми съемками. А, То есть обычно там, да. Помимо этого еще есть и встречи, съемки, и вот как, так же, как и сейчас, да. А так, нет, трио супер. Я считаю, что у трио большое будущее, потому что такой состав тоже редкость поймать вместе таких разносторонних, разношерстных музыкантов, которые могут играть одну музыку. мгм. То есть и еще вот благодаря Берлину Кенжетаевичу встретиться в одном месте, ну это же классно. Это круто. Тем более Круто, в Алматы готовят. Ну да, я говорю, вот меня спрашивают, а когда, почему не выступаете в Алматы? Ну, во-первых, не приглашают, да. Я благодарен Берлину Кенжетаевичу, что наконец-то, что вот, слава богу, тут это получилось. Потому что я сейчас лечу уже в Астану, я вам, по-моему, говорил, 24-й у меня концерт, то есть тоже такой достаточно уникальный проект, потому что я буду одновременно и дирижировать, и играть. То есть я сначала дирижирую с нашей выдающейся скрипачкой, кстати, вот самая-самая гениальная молодая скрипачка, которая победила больше 20 конкурсов уже. Мгм. Ей 16 лет, Амина Ахмеджанова. 16 Просто лет. феноменально, да. Она будет играть первый концерт Паганини. Мгм. И тут тоже такие переключения получились, потому что первый концерт Паганини я первый последний раз слышал, на этой сцене играл Марат Бесенгалиев в 93-м году, и я был вон там, в последнем ряду вот, амфитеатра, вот возле того, где мужчина сидит, да, Мгм. вот там где-то сзади, еле как слышал, и я был потрясен, потому что тогда он приехал из Лондона, играл с филармоническим оркестром, с Абдрашиным. Это меня потрясло, и на меня так повлияло это. Я подумал, блин, надо тоже добиться чего-то вот в жизни. Потому что приезжает такой Марат, да, и для меня... И вот сейчас вот этот же концерт я через 3 дня дирижирую, через 4. Мгм. 24-го Самина, и потом буду играть Элгара концерт, виолончельный, Эдварда Элгара. И тут еще параллели есть с Дебюсси сонатой, которую я сегодня буду исполнять, и концертом Элгара, потому что они практически написаны в одно время. Могу сказать пару слов о Дебюсси? Просто одна из любимейших программ. К счастью, вот мы ее играем, потому что Алиму надо ее исполнять через 2 недели в Карнеги. Мгм. И он попросил, чтобы мы сыграли вместе. Так вот, эта соната написана в 1915 году, то есть за год до начала вот этих бурных событий, Мгм. и за год до того, как все просто мир обрушится, да, то есть разрушится до сих пор. Вот такие последствия у нас невероятные, как 4 империи было срушено, и все тогда. А соната называется «Пьеро злится на Луну». Мгм. То есть она такая вообще... Их. Такая вся просто театральное произведение, абсолютно. И вот в чем гениальность композиторов была и есть и будет великих. Они предчувствовали время. Мгм. Было ощутимо уже, что Что-то что-то чувствовали. надвигается. И вот если люди хотят послушать продолжение, потому что вот то, что будет через 4 дня, я буду играть одно из монументальнейших произведений для виолончели или вообще в истории человечества, это виолончельный концерт Элгара. Эльдар Плейс Элгар, да, как мне говорят, Эдварда Элгара, который написано в 16-17 годах. Элгар должен был бежать из Лондона, потому что Лондон начали бомбить тогда. И вот такой... Да, вот. И если тут Франция, такой Дебюсси, так начинается, надо... Да? Извините, скользит шпиль, но неважно. Тут, конечно, огромнейший параллель, так что я людям, которые слушают, если это выйдет до 24-го, советую, если кто-то может, будет на этом концерте, проследить вот второй концерт, потому что это будет продолжение. Мгм. Ну, в моем случае первого, потому что тематически я еще расскажу. У меня будет интервью завтра в Астане. Там буду как раз
рассказывают тематику сопровождения, вот проход между Дебюсси и Элгару. То есть Франция, то есть Париж и Лондон. Там много-много очень интересных таких моментов. А почему вообще вы так увлеченно рассказываете, столько всего интересного? Почему сейчас почему молодежи нужно слушать именно вот классическую музыку? Почему не Не, надо «Я слушать подарю всё. тебе ландыши», почему не «Журек»? Слушать надо все, но не забывать про классическую музыку. Я не считаю, я не из тех снобов, которые говорят, вот надо только слушать классическую музыку. Потому что это невозможно. Мы живем в каком-то времени, и вот как уже доказано, с 70-х годов, то есть люди начали вычислять, то есть какие-то гармонические соответствия, которые влияют на мозг, именно вот определенной гармонии, которые привлекают людей и которые вот можно продать, как говорится, да. То есть если раньше еще вот там Queen написал свою богемскую, Меркьюри писал свою богемскую рапсодию, ему говорили, ты что, с ума сошел? 6,5 минут, куда это? Это никогда не продастся. Оно продавалось, потому что тут вообще сама по себе музыка была очень, то есть ближе намного там, к классической музыке, потому что классика, она не очень ровная, очень такие, как сказать, эта музыка, она подпитывает мозг и заставляет мозг работать, фантазировать, додумывать, вот как этот Юро, да? Ну, вот Евгений Александрович Мравинский говорил, например, что надо работать не только над музыкантами оркестра, но и над публикой. Он работал публику, он просто не пускал публику, которая не знает, не прочитала вообще партитуру Шостаковича или там определенный тот или иной роман, придя на концерт. То есть публика должна быть. Нужно быть подготовленным. Да, абсолютно. Это Всё. точно. Ну что, у нас сыграешь? есть рубрика, Всё. где вы можете... Осторожно, вот этот смычок. У вас есть запасной, да? Если он начали только 100, этот смычок стоит 280 тысяч евро. Чтобы вы знали просто. 280 тысяч евро? Да? Смычок. Да. Это француз, ему около 200. Давайте быстрее начинаем, потому что там уже ждут. Так, что я говорю? Страшно стало. У нас есть рубрика, где вы можете задать вопрос, а я отвечу. Так, с чего начинается рубрика? Что я должен был сказать? Ваш вопрос? Не, на казахском. Калайс. Да. Передача Все, да? Калайс. Начинаем. Да. Калайсис или Калайсен? Калайс. 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 Да. Все, начинаем, да? Да? Калайсис. Дорогой Иван, с каких пор вы занимаетесь на виолончели? Когда вы начали? Расскажите, пожалуйста. Как вы ощущаете себя вот перед тем, как будете играть сегодня вместо сегодня- Эльдара Сапараева на сцене Я с Маратом Я Бисенгалиевым? сегодня буду играть. А как вы не знали? Как мы уже все Ну, пропиарили? Да, афиши это, заменили. Это интересный Да, будет опыт. Не, я просто решил стать блогером. А? Мне надоело. У вас неплохо получается. Да. Да. Но я понял, Но вам нравится что инструмент? блогером быть намного легче, чем играть на виолончели. Ну как, все в каждой профессии есть, да, Да. свое. Ну как вам вообще звук Я, начали? Будем продолжать? Я уроки? чувствую себя молодым казахским Молодым, музыкантом, красивым. молодым казахским музыкантом, которого ждет фантастическое, грандиозное будущее. Все. Иван, ну оно Поэтому у вас обязательно будет. ваш инструмент особенный. Он особенный, да, это подарок от самого богатого человека в Швейцарии, господина Фонтобла. Да. Ему 150 лет. О, То есть это француженка, парижанка, моя жена, вот настоящая жена очень всегда, она уже смирилась, на последний раз мне сказала, говорит, знаю, все равно она у тебя первая на это месте. Байбище, Это, ну да, старшая жена. старшая Ну жена. и 150, да. Иван, очень рад был. Спасибо. Все, спасибо вам. Рахмет.